Как можно нагородить целую кучу, а потом споткнуться, потому что забыть, что там нагородил, и упасть самому лицом вот в это вот нагороженное. Можно говорить нагороженное? Я не знаю. В школе плохо учился. Украинская школа в Симферополе. В единственную в Крыму украинскую школу конкурс 5-7 детей на место. Вот об этом сообщил вот этот вот человек. Глава Крымского центра «Украинский дом» Андрей Щекун. Ажиотаж просто. Вот и «Эспрессо» подтверждает, в единственную украинскую школу в Крыму конкурс 7 человек на место. Вот, осталась одна гимназия, куда конкурс составляет 5-7 человек на место. Из 4 оставили только одну параллель обучения украинскому языку. Запомните это. Что это за гимназия? О какой гимназии идет речь, чтобы нам не ошибиться? Сейчас мы выясним, это выясняется на вот так вот. Да вот же эта гимназия, о ней много писали в свое время, украинские СМИ в том числе, она была переименована в Симферопольскую академическую гимназию. Вот, видите, проблема вокруг украинской гимназии. Родители потребовали обучать детей на русском языке. Большое количество заявлений родителей, желающих обучать своих детей в украинской гимназии. То есть получается, родители захотели, чтобы украинский язык оттуда практически вытеснили. И из 4 классов 3 обучаются теперь на русском, а 1 на украинском. Тем не менее, украинские СМИ постоянно освещали вот это вот событие, происходящее с украинской гимназией, в частности, то, что там дети пришли в вышиванках, к примеру, на выпускной. Вот Крым Реалии рассказывает, что на самом деле Симферопольская академическая гимназия. То есть это она. И вот некоторые дети пришли в вышиванках. Это был большой праздник был в украинских СМИ, потому что дети пришли в вышиванках. Им, кстати, за это никто ничего плохого не сделал. Вот в сентябре Крым Реалии писали, что в Крыму школьникам не дают учиться на родном языке, что родители очень недовольны. И даже вот провели интервью они тогда. Видите, Роман. Что, все? А, вот Эльмира. Роман. Можно тут Иван написать. Там Степан. Антонина. О, знакомая личность. В Крыму уничтожают украиноязычное образование. Это тот же Андрей Щекун, с которого у нас все и началось. Переименуют, видите, украинскую гимназию. Мало того, что там теперь украинского языка днем с огнем не сыщешь, потому что его выдавили оттуда. Еще и директрису уволили. Все, каюк. Сепаратисты принудили уволиться директора украинской гимназии. И дабы снять вопросы, может быть, не было родителей, которые просили убрать украинский язык из школы? Может быть, их не было просто? Были, потому что вот это вот марафон. Это украинский марафон, проходящий под лозунгом «Единая страна». Тут не заподозришь. Збудували нову сучасну школу з басейном, з великою кількістю там спортивних залів, там і з усіма можливостями, з прекрасними класами, прекрасним колективом. І українське сходу стало модним. Туди прийшли всі діти багатіїв, всі діти депутатів, всі діти чиновників. Всі йшли до української гімназії не за знаннями на українській, а саме в цю школу, як в приміщення з басейном. Розумієш? А потім сталася анексія Криму, і ці самі батьки, які приходили в цю школу не за українським, а за приміщенням, взяли і зробили такий, що називається, він же допомогли владі зробити небольшой переворот. Тепер із наступного року із української гімназії тільки 3 класи із 4 будуть російськомовними, а тільки один в паралелі клас буде українськомовним. На жаль, мы змушені закінчувати на цій ноті. Так правильно ли я все понял? В украинскую гимназию, которую переименовали, из которой убрали, выдавили украинский язык, в которой уволили директрису, туда сейчас просто ажиотаж при поступлении. 7 человек на место. Украинские СМИ немало не усматривают в этом смысловой тупик и глупость, которую они сморозили. Вы поняли, да? Но если не поняли, пересмотрите этот клип еще 6 раз. Тогда поймете. Аминь.